Вселенная представляет собой многомерную голографическую структуру, где все сущее взаимосвязано на фундаментальном уровне. Каждая частица, каждое явление является неотъемлемой частью этой единой квантовой голограммы. Эта всеобъемлющая взаимосвязанность означает, что все потенциально возможно. Ничто не существует в вакууме, все взаимодействует и влияет друг на друга. Границы между «я» и другими, между объектами и событиями размываются, открывая безграничные возможности. На квантовом уровне все есть и все возможно одновременно. Законы причинно-следственной связи, которые преобладают в нашем повседневном мире, неприменимы к этой фундаментальной реальности. Здесь царит принцип полной взаимозависимости и потенциальности. Осознавая себя неотъемлемой частью этой всеобъемлющей голограммы, мы можем пробудить в себе способность творить, преобразовывать и привлекать желаемое в нашу жизнь. Наше намерение, направленное на эту первичную матрицу бытия, способно открывать новые горизонты возможностей. Квантовая голограмма – наш нефизический мир возможностей. В этом мире содержится каждая возможность, которую вы только можете вообразить. Все исцеление и мир, которые вы только можете себе представить. Это уже существует в вашем мире, как и все страдания и болезни. Все это уже здесь, в этой голограмме матрицы. Согласно духовным учениям и квантовой физике, есть нечто, что мы делаем в нашей жизни, что говорит с этой матрицей, пробуждая определенные ее схемы и кристаллизуя их через вибрацию в события нашего мира. Они обретают значение в нашей жизни. Существует связь между этим нефизическим невидимым миром возможностей и нашим физическим миром опыта. Древние учили нас, а наука начинает понимать, что этой связью является человеческая эмоция. Именно эмоция пробуждает схему и производит эффект, который мы наблюдаем в нашем мире. Мы должны ощущать чувства в нашем теле в отношении того, что мы выбираем испытывать в нашем мире, но не то, чего мы не хотим испытывать. Творение, кажется, не понимает слова «не». Если вы говорите «не думай о розовом слоне», вы тут же начинаете думать о розовом слоне. Все происходит в утвердительной положительной форме. То, что мы чувствуем, в то мы и превращаемся в невидимых мирах. Помните, что это мир, где 4 силы природы сливаются в одну мощную энергию. Это мир, где эмоция говорит с этой силой. Поэтому через силу человеческой эмоции, сердечно связанных эмоций, мы говорим на языке этих сил и наблюдаем их проявление в окружающем нас мире. Язык древних традиций нес очень вдохновляющее послание людям будущего. И теперь мы пытаемся понять язык нашего времени. Все начинается с великой тайны. Того, что мы делаем в нашей жизни, запускает процесс в наших телах, взаимодействующий с силами творения и влияющий на них. В нашем физическом мире, когда наши сердечно связанные чувства и эмоции меняют химию наших тел, мы называем это чудесами. Ученые знают, что такие изменения вызывают квантовые эффекты, влияющие на наш физический мир, и все это происходит через квантовую голограмму. То же самое, сердечно основанные мысли, чувства и телесные ощущения меняют химию наших тел, производя эффекты, выходящие за пределы нашего физического тела. Эти эффекты не ограничены нашей плотью, и все это делается через квантовую голограмму.
Древние оставили нам очень точные инструкции о том, как это делать. Из манускриптов Мертвого моря мы узнаем, что живем в этом мире тремя способами – мыслью, чувством и телом. Это текст, давность которого 2500 лет, раскрывает столь ясную истину. Мысль, чувство и эмоция связаны с энергетическими центрами нашего тела. Эмоция является источником силы, которой должно быть дано направление, а мысль дает ему это направление и создает то, что называется чувством. Чувство связано с единственным энергетическим центром в нашем теле, который еще не был учтен, с человеческим сердцем. И, на мой взгляд, очень интересно, что в западном мире сегодня главной причиной смертности среди взрослых является болезнь сердца. В наших сердцах происходит примирение между нашими эмоциями и мыслями. В наших эмоциях, которые мы несем в нижних энергетических центрах тела, мы имеем опыт того, что лично для нас является истинным, наши ценности и образ жизни. В то же время в верхних энергетических центрах находятся мысли о том, что говорит нам окружающий мир, наше общество, сообщество, цивилизация, семья, что должно быть истинным. И в нашем сердечном центре мы должны примирить эти два аспекта. Именно здесь происходит битва. Здесь возникает напряжение. В наших сердцах мы должны примирить то, что лично для нас является истинным, с тем, что говорит нам окружающий мир. И наши чувства являются результатом этого примирения. Благословим наши сердца, поскольку у нас есть возможность примирить все, что мы знаем о нашем мире, с тем, что мы чувствуем в нашем теле. Наши чувства затем становятся убеждениями, а убеждение — это язык, это программы сознания, и буквально это язык, на котором чувство говорит с божественным разумом. И, будучи предельно честным, следует признать, что даже любовь и ненависть, или любовь и страх, по сути, являются одной и той же силой. Согласно древним эзотерическим традициям, в том числе учениям древних ессеев и многих коренных народов, есть два основных эмоциональных состояния, на которые мы способны – любовь или ненависть. В этом-то и становится важной роль человеческой мысли. Мысль связана с верхними энергетическими центрами, горловой чакрой, третьим глазом и седьмой главным энергетическим центром в теле человека. Сама по себе мысль имеет очень малую силу. Я повторю это еще раз, потому что это может немного отличаться от того, что предлагали некоторые учения эзотерических традиций в прошлом. Сама по себе мысль имеет очень мало силы, но она представляет собой направляющую систему. Когда мы о чем-то думаем, наша мысль — это просто образ, возможно, связанный с воображением. И только когда мы подкрепляем нашу мысль силой человеческой эмоции, когда мы вкладываем в нее эмоцию любви или ненависти к предмету нашей мысли, мы наделяем эту мысль силой. Делая это, мы по определению создаем то, что называется чувством. Чувство — это союз мыслей и эмоций. Чувство — это союз того, о чем мы думаем или воображаем, и нашей эмоциональной заряженности, любви, ненависти или иного эмоционального отношения к этому. Когда мы соединяем эти два компонента вместе, мы создаем то, что называется человеческим чувством. Поэтому, если вы испытываете какое-либо чувство, это говорит вам о том, что, возможно, даже на бессознательном уровне вы о чем-то думаете и испытываете эмоцию в отношении этого.
Если вам не нравится слово «мысль», вместо этого можно думать о воображении. А эмоцию можно представлять как заряд. Например, если вы испытываете гнев, когда смотрите новости и видите жестокие кадры военных действий, то стоит рассмотреть следующую формулу. Если вы думаете о войне и испытываете гнев в сердце, есть высокая вероятность, что ваша эмоция близка к ненависти или, возможно, страху от того, что несет война. Однако, если, думая о войне и даже в ее присутствии, вы можете испытывать любящие чувства к жизни в целом, а не любовь к самой войне, вы создадите совершенно иное переживание. Мать Тереза до самой смерти была живым мастером, демонстрирующим именно это. Ключевое различие здесь в том, на что именно вы направляете свою мысль, воображение и какие эмоции при этом испытываете. Это определяет характер вашего внутреннего переживания и, в конечном счете, проявляется в вашем внешнем мире. Существуют истории о матери Терезе, как она гуляла по улицам Калькутты. Среди тел грязи, зловония и разложения на улицах и тротуарах и коровьего навоза в канавах она находила растущую лилию или ромашку, и в этом цветке она находила красоту. Этот пример показывает нам, как мы можем найти красоту или любовь в любой ситуации, независимо от того, что происходит в нашем мире. Даже если мы думаем о войне, вместо ненависти к ней, мы можем просто чувствовать любовь в своем сердце к этому миру, к своей жизни, к этой планете. Тогда наши чувства вместо гнева становятся, возможно, состраданием или грустью. Ключевое различие здесь в том, на чем мы фокусируем свою мысль и какие эмоции при этом испытываем. Война и любовь вызывают в нас очень разные чувства. Согласно наставлениям, оставленным нам Исаией и древними в свитках Мертвого моря, мы обладаем способностью посредством силы мысли, чувства и эмоции в нашем теле формировать язык, который мы излучаем в окружающий мир. У нас есть власть взаимодействовать и участвовать в событиях нашей жизни неожиданными и удивительными для многих способами. На современном языке слова, которые наилучшим образом описывают желаемое качество чувства в нашем сердце, оптимизирующие химию нашего тела и окружающий мир. Это слова «признательность» и «благодарность». Мы должны стать в нашей жизни, в нашем сердце, в наших убеждениях тем самым, что мы выбираем пережить. Война и любовь производят радикально различные внутренние состояния. Но древние учили нас использовать силу наших мыслей, чувств и телесных ощущений, чтобы сформировать язык, излучаемый нами во внешний мир, язык признательности и благодарности, оптимизирующий наше внутреннее состояние и окружающую среду. Когда мы держим в своем сознании мысли об исцелении наших близких, исцелении нашего тела, успехе в карьере, изобилии в нашей жизни, мире в нашем мире, и мы чувствуем любовь к этим вещам, какие чувства тогда возникают в нас? Это чувство признательности и благодарности. Именно на этом языке мы говорим с божественным разумом, с квантовой голограммой, оказывая непосредственное измеримое воздействие на окружающий нас мир. За 500 лет до Иисуса по земле ходил человек, передававший нам это внутреннее знание. Его звали Будда. Если бы нужно было кратко выразить суть его послания, это были бы слова сострадание, благодарность, любовь. Будда не пытался объяснить, как устроен наш мир. Он просто пригласил нас привнести эти качества в нашу жизнь.
Ключевая идея в том, что, удерживая в своем сознании мысли и чувствуя любовь к желаемому, мы говорим на языке божественного, оказывающем реальное воздействие на окружающую реальность. И Будда указывал нам путь к этому. Если вы будете жить так, как я сейчас вам описываю, вы измените свое тело, а изменив свое тело, вы измените и свой мир. Спустя 500 лет после Будды на Землю пришел другой человек, Иисус. И его послание было очень схожим – послание сострадания, прощения, благодарности и любви. И вот суть того, что он говорил. Живите так, как я вам описываю, и ваша жизнь изменится. А когда ваша жизнь изменится, изменится и мир. И даже более того, дайте мне все самое худшее, что вы можете, и я покажу вам, что даже ваше худшее я могу преодолеть выбором, который я сделаю в своей жизни. Вот та ценность, та сила послания, которая была оставлена нам через великих учителей, таких как Будда и Иисус. Суть в том, что, меняя себя, свое внутреннее состояние, мы имеем власть изменить и окружающий мир. Даже самые тяжелые обстоятельства могут быть преодолены духовным выбором, который мы делаем. В этом сила учений Будды и Иисуса.